Рядом со мной находится человек, которого вы наверняка еще не забыли. Это Ваня Эдвард. Ваня, привет. Привет. Расскажи, что ты делаешь в Киеве. Я приехал на пару дней по личным делам, ну и в этот момент у нас происходят тренировки, поэтому я в основном сижу в офисе и тренируюсь. Ты не удивляйся, что я сказал так, человека, которого не забыли, поскольку у команды Нави сейчас не так на слуху, как было ранее, наверное, из-за того, что вы сменили дисциплину. Как смена дисциплины с Counter-Strike 1.6 на Counter-Strike Global Offensive лично для тебя произошла? Что поменялось? Ну, это новая игра, и мы сразу же, скажем так, стали хуже играть по сравнению с тем, как мы играли в 1.6. До того, как мы начали играть, уже было много команд, которые играли хорошо в CSGO. Поэтому мы оказались в роли догоняющих. И пытаемся сейчас это, вот так вот и прошел переход. С какими сложностями вы столкнулись прежде всего? Что вам мешает действительно набрать такую чемпионскую форму в новой игре? Ну, физика игры. К ней нужно привыкать. А именно стрельба, другой спрей, зажатка и другие отскоки гранат. Вот это все, конечно, непривычно первое время. То есть даже сейчас иногда после 250 часов в стиме все равно бывает мажу гранаты там, или как-то коряво спрею. Команда, сколько вы сейчас тренируетесь? Сколько? Часов в сутки. По-разному, по 5, по 3, иногда даже больше, чем 5. Вы довольны процессом тренировки? Вы чувствуете, что есть прогресс? Потому что StarLadder для вас это наверняка провал. Вы, наверное, не было ощущения, что вы забили, что хочется забить после StarLadder, поскольку проигрывать столько много, вы, наверное, не проигрывали как бы за всю карьеру. Да, но мы проиграли StarLadder когда только начали тренироваться в Go, поэтому мы трезво оцениваем свои шансы и оценивали тогда тоже. Поэтому не сильно расстраивались и не было желания забивать. И прогресс сейчас идет быстро, потому что мы находимся на слабом, на среднем уровне. И со своими знаниями, с пониманием того, что нужно делать, с багажом знаний, мы прогрессируем нормальными шагами. Посмотрим, как будем выступать в январе. В интервью Адрен рассказывал о том, что одним из самых главных факторов является стрельба сейчас. Сильно отличается стрельба в 1.6 и Global Offensive, и как вы ее тренируете? Да, стрельба сильно отличается, конкретно спрей. А эйминг на голову, конечно, всегда был важен и в 1.6, и здесь. Так как Go, скажем так, свежая дисциплина, здесь моменты стрельбы, тимплея, разменов нам более важны, чем какие-то тактические глобальные замыслы. И так было и в 1.6 в начале, так и есть сейчас в Go. Поэтому Адриан был прав. Собственно говоря. Что скажешь о командах, которые уже ушли вперед? Те же НИПы буквально за полгода успели выиграть на турнирах, по-моему, около $80 тысяч. Как вы? Уже готовы к клану или все-таки еще не набрали форму? Я вернусь к вопросу о том, как мы тренируем стрельбу, потому что я забыл ответить. CSDM, АИМ-карты, 5/5, индивидуально играем миксы и тренируемся командой. Вот. Теперь по поводу НИП и готовности к кланам. Готовности к кланам. НИП очень сильная команда, безусловно, лучшая в мире. То есть последний чемпионат, который они выиграли в финале 16-3, 16-6, это у поляков. Это очень уверенно, и это заявка на продолжительное доминирование. Пока что я не вижу команды, которая готова будет им хотя бы показать равную игру. Games в начале показывали более-менее, но они скорее даже удивляли, потому что это полностью команда состоит из сорсеров, эта команда. И было сложно НИПам иногда просто. Но вообще по всем параметрам, с хладнокровию, по стрельбе, по разыгрыванию ситуации после размена, НИПы, конечно, сейчас самые лучшие в мире. Вот что я, собственно говоря, про них думаю. А готовность на лан. Мы, конечно, сейчас хотим набрать больше всего, набрать хорошую форму перед нашим первым ланом. Мы не знаем, когда будет наш первый лан. Предположительно, это будет в конце января. Конечно, я уже очень соскучился по этой атмосфере турниров. И уже месяц сижу дома или в офисе, тренируюсь в онлайне, только хочется безумно поиграть на лане. Готовность. Не скажу, что мы сейчас готовы выступать на лане, но в конце января мы будем уже, я думаю, в хорошей форме. У вас
было прежде всего тимплей, взаимопонимание. Оно сохранилось до сих пор или все-таки новая игра и какие-то новые недопонимания, новые нюансы возникают? Не, ну тимплей это такое понятие, не зависящее от игры, это просто взаимопонимание между игроками и взаимодействие во время игры. То есть это никак не касается перехода. Вот. А новые элементы, ну они влияют, конечно же. Ну, там, ты иногда бывает плохо спреешь там, или плохо как ты коряво играешь, промажешь флешку, и это влияет, конечно. А если сравнивать период, когда вы только начинали играть в CSGO, было такое негативное настроение у многих. У тебя оно изменилось? Полюбил ли ты эту игру? Поскольку вот Сеня, например, насколько я знаю, он не хотел вообще в нее играть. Хотела ли ты и как сейчас ты относишься к этой игре? Мне нравится, что мы начали играть в новую игру. Игра мне тоже нравится, и мне нравится учиться в нее играть, узнавать все новое. Этот процесс мне доставляет удовольствие. Вот. Игру я полюбил. В ней очень много аспектов, которые похожи на 1.6 в целом. Ну, я имею в виду понимание этой игры, то есть то понимание, к которому я прихожу, это довольно-таки похоже на 1.6. Все эти навыки, они остались и никуда не денутся. Нам нужно натренировать просто именно технические моменты для того, чтобы вернуться на топ. У вас в конце следующего месяца, насколько я знаю, будет буткемп в Киеве. До этого на лане вы не играли еще в эту игру? Да, не играли ни разу, и мы еще не решили, когда у нас именно будет в конце месяца, в конце января, то бишь, или же в середине января. Мы не знаем просто, когда у нас будет следующий лан, и планируем просто перед ланом за 2 недели съехаться все в Киев, жить, тренироваться, уже сосредоточиться полностью на игре. Что скажешь о 2012 годе лично для тебя? Он был успешным? Можешь как-то небольшую итоговую черту подвести? Каким он был для тебя? Скажу просто одно предложение. 2 места. Вечные 2 места. Спасибо тебе большое за интервью. Надеюсь, что следующий год будет годом первых мест, возвращения, камбэка. Спасибо. Удачи. Спасибо.